Башар Асад пал. Династия Асадов, которая правила Сирией больше 40 лет, ушла в небытие. Сирийский народ вернул себе контроль за своей страной, армия Башара Асада разбежалась буквально за неделю, а, например, посол Сирии в России, которого назначил сам господин Асад, уже на следующий день говорил, что падение коррупционного режима свидетельствует о том, что он не был популярен в народе и был никому не нужен. Меня зовут Алексей Наумов, это шоу «Разбор». Я здесь выступаю, как всегда, исключительно от своего имени в рамках нашего замечательного издания «Вестник Кавказ». Еще в конце осени 2024 года казалось, что Башар Асад — это надолго. Арабские государства и Турция вели какие-то переговоры с сирийским лидером, чтобы как-то реинтегрировать его в мировое сообщество и снова с ним взаимодействовать. Но первые дни декабря 2024 года показали, что на самом деле колосс, которым казался Башар Асад, на самом деле держался на глиняных ногах. Действия сирийской оппозиции, возглавляемые в первую очередь группировкой Хаят Тахрир аш-Шам, которая в России признана террористической, кстати, в США также она признана террористической. Так вот, эта самая вооруженная оппозиция буквально победным маршем дошла до Дамаска так быстро, что ни у кого не было даже времени отреагировать и уж тем более как-то Башару Асаду помочь. Примечательно то, что сирийский руководитель или сирийский диктатор, кому как больше нравится, на самом деле никогда не должен был править Сирией. Дело в том, что к власти из Асадов первым пришел его отец, Хафиз аль-Асад. Он захватил власть в 70-м году, с 71-го года стал президентом, и всем казалось, да и самому Асаду-старшему казалось, что его преемником должен быть сын Басиль Асад. А Башару Асаду была уготована роль такого умного ребенка, не особо занимающегося политикой. Он стал офтальмологом, учился в Лондоне и, в общем-то, вел такую спокойную жизнь, пока в 1994 году Басиль Асад не попал в автокатастрофу и не погиб. Тогда-то Хафиз Асад, которого, кстати, именовали Абу Басилем, то есть отцом Басиля, да, он позвонил своему сыну Башару в Лондон и сказал ему, что времена изменились и пришла пора возвращаться. За короткие сроки из Башара Асада пытались сделать военного, спецназовца и сделали, в общем-то, президента. Башар Асад, когда пришел к власти после смерти своего отца, на первых порах обещал своей стране свободу, плюрализм, независимую прессу и судебную систему. Но довольно быстро понял, что такая ригидная, прочная, сложная система, вернее, почему сложная, простая как раз система, совершенно не способная к изменениям, заточенная под его отца, никак не может измениться и способна работать только тогда, когда страну возглавляет авторитарный лидер или, опять же, диктатор. Проблем у Башара Асада хватало с самого начала. Дело в том, что при Хафизе Асаде, конечно, никакой демократии в Сирии не было, но, по крайней мере, был такой негласный договор между руководителем и подотчетным, подвластным ему населением. Население это вело довольно безбедную жизнь, никто не голодал и при этом не лез в политику. При Башаре Асаде эта ситуация изменилась. Дело в том, что население Сирии стремительно выросло, а количество ресурсов и денег больше не стало. Кроме того, на пике цен на зерно Башар Асад продал весь стратегический запас сирийского зерна, и страна оказалась на грани голода. И, в общем-то, жила, не то чтобы сказать, очень хорошо. Несмотря на то, что Башар Асад в ходе развернутой им антикоррупционной кампании смог зачистить страну от всех нелояльных представителей элиты, народное недовольство против него копилось. Как вы знаете, в итоге дошло до гражданской войны. Спусковым крючком стали протесты в городе Дараа, когда крестьяне, согнанные с земли засухой, вышли с требованием к властям хоть как-то им помочь. Один из участников протестов, 13-летний мальчишка, нарисовал граффити на стене со словами «Народ хочет падения режима». В общем, вскоре его кастрированный труп передали семье,
и тогда протесты начались по-настоящему. 13-летний Хамза Аль-Хатиб стал первой жертвой этой гражданской войны. Башар Асад решил подавлять любые протесты максимально жестко. Он помнил уроки своего отца, Хафиза Аль-Асада, который во время восстания в Хомсе практически стер город с лица земли, не оставив там ничего живого. Башар Асад принялся действовать примерно так же. Например, демонстрацию в Дамаске также встретили пулями. Гражданская война началась по-настоящему. Против Башара Асада воевали не только военные, перешедшие на сторону оппозиции, не только простые сирийцы, но и группировки, контролируемые различными внешними акторами. Значительную роль в этом сыграла Турция. Протурецкие группировки также принялись бороться с Башаром Асадом уже, соответственно, в интересах Турции, которая в то время вела довольно агрессивную политику в отношении Сирии. Как мы знаем, помимо протурецких группировок, помимо сирийцев, к противостоянию Асаду подключились курды, которые хотели создания своего государства, и исламистские террористы, например, запрещенная в России группировка «Исламское государство», группировка Аль-Каида, также запрещенная, и другие всяческого рода террористические организации. Поддержку Башару Асаду оказали Иран, поскольку Башар Асад — алавит. Алавиты были признаны Аятоллой Хамини частью шиитского мира. И кроме того, Иран имел большое политическое и военное влияние на Сирию. И решающий вклад внесла Россия. Российская Федерация поддержала Башара Асада в войне гражданской со своими противниками и, собственно, ставилась целью уничтожить радикальное подполье, которое угрожало самой России. К тому же мы знаем, что с территории России и постсоветского пространства в рядах исламского государства, так называемого, поехали воевать многочисленные боевики и террористы. Россия также была заинтересована в том, чтобы открыть порт, военно-морскую базу и свой аэродром. В итоге аэродром в городе Хмеймим был создан, и также в Тартусе размещались российские военно-морские силы. С помощью России, которая помогала авиаударами, и иранских сил Корпуса стражи Исламской революции и различными проиранскими вооруженными формированиями Башар Асад победил. Курды остались на северо-востоке страны, а вот все те оппозиционеры, все те террористы, они отступили в город Идлиб. Туда их часто вывозили даже автобусами, то есть когда они добровольно сдавались, им позволяли уйти живыми в город Идлиб, который находится недалеко от Турции. И, соответственно, Турция, как мы понимаем, помогала многим протурецким группировкам, которые, как мы говорили, составили в том числе ядро этого антиасадовского протеста, восстанавливаться и перегруппировываться. Получив пространство для маневра, получив передышку, Башар Асад как будто бы и ничего не делал. Еще в 2016 году российский президент Владимир Путин говорил, что Башару Асаду необходимо примириться с собственным народом, провести конституционную реформу, провести выборы президента и выборы в парламент. Сделано это было? Да нет, конечно. Башару Асаду было не до этого. Как мы помним, президент по случайности, в общем-то, продолжал заниматься тем, чем он занимался. Наслаждался своей властью, обогащал себя и своих родственников и не особо заботился о сирийском народе. Почему так быстро разбежалась армия, когда из этого самого Идлиба боевики, оппозиция, террористы, все подряд вышли и пошли победным маршем? Да потому что этой армии практически не платили, ее не содержали, сказали ей: вот вам оружие, у вас есть подотчетная территория, сами там и кормитесь. Как мы видим, качество госуправления Башара Асада было продемонстрировано вот этим вот буквально молниеносным маршем оппозиции, дошедшим до Дамаска. Было бы довольно глупым предполагать, что за Башара Асада, за которого не вышел ни один сириец на улицу, и армия которого разбежалась буквально как по дуновению ветра, будет вписываться Россия или Иран. Качество госуправления Башара Асада, вот, говорю, мы все прекрасным образом видели. Видел, кстати, сравнение почему-то ситуации в Сирии с ситуацией в Афганистане. Якобы как США опростоволосились с Афганистаном, точно так же, значит, Россия якобы потерпела поражение в Сирии. Но давайте разберемся, почему этот пример не имеет никакого отношения к реальности. Американцы вторглись в Афганистан,
уничтожили его руководство и поставили свой марионеточный режим. И потом с позором оттуда ушли. Сцены с падением людей с самолетов все мы помним. Россия не вторгалась в Сирию, не свергала никакое руководство. Россия помогла законному правительству Сирии тогда в гражданской войне и, собственно, ставила перед собой две задачи: уничтожить террористов, которые несли угрозу России, и, соответственно, заручиться возможностью поставить военно-морскую и военно-воздушную базу. Обе цели были достигнуты. То, что Башар Асад не смог примириться с собственной страной, не смог создать нормальную армию, это уже не забота России и не забота Ирана. Теперь Сирией, по-видимому, будет править группировка Хаят Тахрир аш-Шам под руководством господина Абу Мухаммада аль-Джулани, за голову которого была назначена награда в 10 миллионов американских долларов. Но, по-видимому, господин Джулани, который первые свои шаги во взрослой жизни сделал в рядах Аль-Каиды, в этот раз намерен не заниматься террористической деятельностью и строительством всемирного халифата, а, видимо, править Сирией. Как мы видим, в первом своем выступлении после победы он предъявил основные претензии к Ирану, который, как он говорил, пользовался территорией Сирии в своих интересах. Для Ирана Сирия действительно была важным регионом. Иран полагается на так называемый шиитский полумесяц, куда входят Иран, Ирак, Сирия и Ливан, да, где значительную роль играет организация Хезболла. Соответственно, Иран полагает, что этот шиитский полумесяц мог противостоять Израилю. Израиль тоже, кстати, под шумок решил вторгнуться на территорию Сирии, оккупировать значительные территории за пределами той зоны, которая ему полагалась по международному разделению, а также уничтожить сирийский военно-морской флот и сирийские военно-воздушные силы, склады вооружения и так далее. То есть, типичная ситуация. Израиль наплевал на международное право и вторгся на территорию соседней страны. Впрочем, ничего нового. Вот такие, что называется, интересы безопасности. Операция по демилитаризации Сирии. Тут как бы каждый оценивает сам, но нарушение международного права, конечно, налицо. Так вот, ни Россию, ни Израиль считает господин Джулани своими главными противниками, а именно Иран. О роли Ирана и о ситуации мы еще поговорим в следующем выпуске. А пока необходимо понимать, что Хаят Тахрир аш-Шам установил контроль над Дамаском, но при этом ситуация в Сирии остается максимально нестабильной. Во-первых, протурецкие группировки соперничают с группировками проамериканскими. Турция в первую очередь хочет не допустить создания на территории Сирии курдского государства. Проамериканские группировки с этим, наоборот, согласны. Американцы поддерживают курдов, а турки курдов терпеть не могут. Так что Сирия может стать ареной противоборства Турции и Соединенных Штатов Америки, буквально двух стран НАТО с совершенно зеркально противоположными здесь интересами. Курды также хотят создать свое государство, и я не уверен, что к этому с пониманием отнесутся в Дамаске. Хаят Тахрир аш-Шам — это суннитская группировка, которая, в общем-то, к курдам относится, что называется, максимально прохладно. Кроме того, поднимают голову и радикальные исламисты из исламского государства, то есть буквально террористы, которые хотят построить всемирный халифат. Вполне возможно, что мы увидим продолжение гражданской войны в Сирии, и кровь, которая пролилась там в 2011 году, и кровь революции, и кровь пролилась там десятилетиями, пока, к сожалению, не закончится. Что касается России, у России, повторюсь, два интереса: противостоять террористам и обеспечить присутствие своих баз. Господин Джулани говорил, что он не хочет сводить счеты и называть каких-то врагов, да, что ему нужно торговать со всеми, взаимодействовать со всеми и получать гуманитарную помощь. Так что вполне возможно, российская база останется в Сирии, и военно-морская, и военно-воздушная, и взаимодействие России с Сирией продолжится. Кроме того, необходимо понимать, что если террористические группировки захотят бросить вызов господину Джулани, он сможет рассчитывать на взаимодействие с Россией, например, на поддержку России в борьбе с террористами, потому что Россия борется с террористами. И здесь было бы довольно глупо с его стороны пытаться выгнать оттуда российских военных, поскольку мы также понимаем, что негативные эффекты такой попытки будут куда больше, чем
куда сложнее, да, будет ему выгнать, чем просто пытаться наладить с ними взаимодействие и какую-то взаимоуважительную работу. В общем, Башар Асад продемонстрировал полную свою неспособность управлять страной и выстраивать какое-то государственное управление. Турция здесь получила, безусловно, довольно большое влияние на новые сирийские власти, но непонятно, насколько сирийские власти захотят быть марионетками Турции. Возможно, они захотят проводить собственные суверенные интересы. Тут подключаются курды, подключаются американцы, здесь российская база, рядом разгромленный, по сути, Иран. В общем, ситуация в Сирии остается максимально тяжелой. И, к сожалению, эта страна еще, возможно, долгие годы будет ареной довольно кровавого противостояния, к сожалению. Да, нам бы всем, безусловно, хотелось, чтобы Сирия жила мирно, и народы, которые населяют, и народы, и конфессии жили в каком-то мире и согласии. Это был Алексей Наумов, шоу «Разбор». Спасибо, что смотрели этот выпуск. Если он понравился вам, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал «Вестник Кавказа».